Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Полезные советы из СССР». Меня зовут Татьяна, и в этом видео я предлагаю вам прослушать статью из журнала «Здоровье» номер 6 за 1981 год. Статья называется «Трещина анального отверстия». Из рубрики «Врач разъясняет, предостерегает, рекомендует». Автор статьи – кандидат медицинских наук Б.Н. Резник. Нестерпимая жгучая боль в заднем проходе во время дефекации, не стихающие после нее по несколько часов болевые ощущения, выделение скалом небольшого количества крови – вот основные проявления анальной трещины. Причиной ее обычно бывает травма слизистой оболочки анального канала плотными каловыми массами, реже – проглоченной костью или другим инородным телом. Трещина ануса может быть и у страдающих поносами. В этих случаях его слизистая набухает, разрыхляется, теряет эластичность и становится легкоранимой. Предрасполагают к появлению анальной трещины заболевания органов желудочно-кишечного тракта, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, холецистит, колит, геморрой, сопровождающиеся запорами или поносами. Образованию анальной трещины способствует употребление в течение длительного времени очень острой, соленой пищи, специй, а также алкоголя. Там, где повреждена слизистая оболочка, раздражаются нервные окончания, а это, в свою очередь, ведет к спастическому сокращению сфинктера или круговой мышцы заднего прохода, удерживающей кал и газы. Из-за спазма сфинктера долго не затихает боль после дефекации, затрудняется заживление трещины, так как в стенке заднего прохода нарушается кровообращение. Сильная боль заставляет больного задерживать опорожнение кишечника, появляется стулобоязнь, что еще более усугубляет течение заболевания у тех, кто страдает запором. Как только возникли первые признаки неблагополучия и прежде всего боль во время и после дефекации, необходимо обратиться к врачу. Если же этого не сделать, на месте трещины может образоваться язва. С течением времени она углубляется, увеличивается в размере, края ее уплотняются, а дно покрывается гнойным налетом. Отделяемая со дна язвы раздражает слизистую заднего прохода, и это ведет к образованию анальных полипов. Кроме того, в области язвы через незащищенную слизистой оболочкой стенку анального канала легко проникают микроорганизмы. Попадая в подкожную жировую клетчатку, они могут вызвать гнойное ее воспаление – парапроктит, заканчивающийся в большинстве случаев, в 80%, таким тяжелым осложнением, как свищ прямой кишки, и помочь больному тогда может только операция. А ведь лечение в начальной стадии заболевания совсем не обременительно, его можно проводить в домашних условиях. Главное в терапии анальной трещины – ежедневное очищение кишечника с помощью клизмы. Пол-литра настоя ромашки комнатной температуры. Эта процедура предотвращает механическую травму трещины плотным калом. Перед введением в задний проход наконечник клизмы густо смажьте вазелином. Вводите наконечник, осторожно прижимая его к здоровой стенке анального канала. В каком месте расположена трещина, скажет врач. После опорожнения кишечника подмойтесь, а затем сделайте 10-минутную сидячую ванночку, для этого используйте таз, из слабого раствора марганцево кислого калия, температура которого не более 36 градусов. Сядьте на корточки и разведите руками ягодицы, чтобы вода омывала задний проход. Затем анальное отверстие и промежность промокните ватой, а в анальный канал введите болеутоляющую свечу, кончик которой смажьте вазелином. Свечу вводите в положение лежа, на боку, не глубоко, чтобы лекарственные вещества воздействовали на слизистую оболочку анального канала в области трещины. Предупредить появление анальной трещины помогает своевременное лечение различных заболеваний органов пищеварения, сопровождающихся запором или поносом.
А поскольку погрешности в еде служат наиболее частой причиной обострений заболеваний желудка, кишечника, печени, не нарушайте режима питания. Чтобы кишечник действовал ежедневно и кал был мягким, приучите себя к дефекации всегда в определенное время, лучше утром. При запорах рекомендуются натуральные фруктовые соки, свекольное или морковное пюре, винегрет из свеклы, моркови, капусты, заправленный растительным маслом, салат из морской капусты, размоченные чернослив, курага, инжир, кисломолочные продукты, свежий кефир, ацидофилин, простокваша. При поносах, наоборот, следует ограничить потребление овощей и фруктов, особенно в сыром виде. Хорошим закрепляющим эффектом обладает продающаяся в аптеках белая глина, а также настой гранатовых корок, дубовой коры, шишек ольхи. Конец статьи. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Буду вам благодарна, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Благодарю за внимание и до следующей встречи на канале «Полезные советы из СССР».